Клад Черного Лебедя. Нустра Синьора де лас Мерседес – это фрегат ВМС Испании, потопленный британцами у южного побережья Португалии 5 октября 1804 года во время битвы при мысе Санта-Мария. Во время морского сражения Испания и Англия находились в мире друг с другом. Испанский фрегат входил в состав небольшой флотилии, следовавшей из Уругвая в Андалусию в Испании, перевозившей серебро, золото, викунью. Другими кораблями флотилии были Медея, Санта-Клара и Фама. Флотилия была перехвачена оперативной группой Королевского флота под командованием Грэма Мура на борту Хэмс Индефетигабл и получила приказ изменить курс и проследовать в британский порт для проверки. Испанский командующий бригадный генерал Хосе де Бустаманте и Гера возразил, что две страны находятся в мире и что они не будут подчиняться приказу. И приказал разместить боевые помещения, несмотря на то, что он превосходил их по вооружению и численности. Единственный выстрел из Хэмс Эмфиан, которым командовал Сэмюэл Саттон, попал в корабль, вызвав взрыв, и корабль впоследствии затонул. 250 испанских членов экипажа погибли, а 50 выживших были спасены из моря и взяты в плен. Остальные 3 корабля были интернированы в Великобритании. В 2007 году компания Odyssey Marine Exploration сообщила, что обнаружила в неизвестном месте обломки очень богатого корабля под кодовым названием «Черный лебедь». Odyssey извлекла из затонувшего корабля почти 500 тысяч серебряных и золотых монет и перевезла их в Соединенные Штаты. Испанские исследователи быстро идентифицировали корабль, и правительство Испании создало судебную тяжбу, чтобы остановить то, что они считали актом незаконного грабежа. Перу попыталась заявить, что сокровища изначально были разграблены испанцами. Однако судебный процесс постановил, что испанское правительство было законным правопреемником интересов, поскольку на момент крушения Перу считалось испанской колонией, а не отдельным юридическим лицом, поэтому у него не было юридического статуса, чтобы иметь право на доходы от иска. Федеральный суд США и коллегия апелляционного суда США по 11-му округу поддержали иск Испании в отношении содержимого корабля. Испания взяла под свой контроль сокровища в феврале 2012 года. Очень небольшое количество монет и вещей, изъятых с корабля, было оставлено на хранение в Гибралтаре, потому что они имели явные признаки, связанные с внутренним взрывом на корабле, и таким образом подтверждали претензии Испании на затонувший корабль. Их не возвращали в Испанию до 2013 года, когда суд, наконец, обязал компанию Odyssey Marine вернуть недостающие части. 2 декабря 2012 года груз 14,5 тонн золотых и серебряных монет стоимостью около $500 миллионов, извлеченных из затонувшего корабля, был передан в Национальный музей подводной археологии для каталогизации, изучения и постоянной экспозиции. Испанский военно-морской музей совместно с Национальным археологическим музеем Испании демонстрировал найденные сокровища на выставке «Последний рейс фрегата Мерседес».